Здравствуйте, дорогие любители вязания! В прошлом году я связала вот такой топ. Ну, я вам показываю его на фотографии полностью, потому что здесь он у меня просто не помещается. Связала я его не для себя. Связала я его для своей снохи. Носит она его с удовольствием. И я подумала, а почему бы вам не показать и не рассказать? Но сегодня я не буду вам рассказывать, как я его вязала. Это называется, я принес вам посылку, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. А я не буду показывать, потому что я хочу сегодня вам показать, как я вязала отдельные элементы. Вот в данном случае, посмотрите, интересная горловинка. На фоне лицевой глади она совершенно не заворачивается. Интересно обработаны проймы, тоже красиво смотрятся и не дают заворачиваться лицевой глади. Ну и начало вязания, я вязала его снизу по кругу. Вот начало вязания, тоже вот такой край. Ну, сам по себе он, конечно, тоже заворачиваться не будет, потому что тут чередуются лицевые и изнаночные петли. Вот 3 маленьких элемента я уложу в один мастер-класс. Начнем с того, что я покажу, как набрать петли для вот такого утолщенного декоративного края. Считайте петли для своего изделия. Отмеряете, сколько вы считаете нужно для набора этого количества петель, и складывайте ее пополам. Вот такая двойная нить. Далее кончик надо вытянуть побольше. Делаем петлю, кончик поддерживаем правой рукой и затягиваем. Вот у нас первая петля на спицах. Далее обычным способом набираем вторую петлю. Вторая петля. Теперь следующую петлю нам нужно вот так вот нить. Мы набирали, вот чтобы нить была вот так на большом пальце. Теперь вот таким образом. И подхватываем петлю не отсюда, а вот отсюда. Вот так. Третья петля. Следующая петля снова обычным способом. Четвертая петля. Снова разворачиваем рабочую нить. И вот таким образом. Пятая петля. Шестая. Разворачиваем нить, подхватываем ее с другую сторону. Седьмая. Восьмая. Девятая. И так далее. Набираем. Если вам кажется, что я быстро показываю, но я вроде уже прям старалась помедленнее, можете даже замедлить скорость воспроизведения. И вот вы видите, у нас петли набираются попарно. Такими вот парами. И край вот такой утолщенный. Можно даже в 3 нити сделать, если вы хотите, чтобы он еще толще был. Все, дальше вяжем обычным. Это будет у нас изнаночный ряд. Провязываем его лицевыми петлями. Ну, это я уже вот так провязала. Вы уже можете сразу начинать вязание. Не провязывать этот изнаночный ряд. Но мне больше нравится, когда вот так. Все. И дальше уже можно вязать лицевую гладь, какие-то узоры. В общем, я показала вам, как набрать петли, чтобы
был красивый утолщенный край. Далее покажу вам, как вязать горловину с красивыми убавками и одновременно вывязывать вот такие проймы. Я, конечно, буду показывать на небольшом образце сразу и провяжу всего несколько рядов, чтобы вам понять принцип вязания. Набираем на спицы 40 петель вместе с кромочными. Из этих 40 петель у нас будут по 2 кромочные с каждой стороны, не по одной, а по 2. Затем после кромочных 7 петель проймы будем вязать узором с вытянутыми петлями по 7 петель. И 22 петли в середине у нас в центре будет. Это петли воображаемого переда. Давайте провяжем 2 ряда пока без убавок по горловине. Начнем с кромочных и с узором для пройм. Итак, 40 петель набрали. И это у нас будет первый ряд, изнаночный ряд. Как в изнаночном ряду вязать двойную кромочную петлю. Первую петлю снимаем, не провязывая, нить у нас перед работой. Вторая петля провязывается изнаночной. Далее 7 петель вяжем узором из снятых петель. В изнаночном ряду они вяжутся, чередуются лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 1 лицевая. Вот 7 петель после кромочных мы провязали. Ставлю маркер и 22 изнаночные петли, петли переда. Двадцать 22 петли. Снова я ставлю маркер и вяжем петли проймы. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. У нас остаются 2 кромочные в конце ряда, и мы их так провязываем. Предпоследнюю петлю вяжем изнаночной петлей. Последнюю петлю снимаем нить перед работой. Это мы провязали изнаночный ряд. Вяжем лицевой ряд. Двойная кромочная в лицевом ряду. Первую петлю провязываем лицевой петлей. Вторую петлю снимаем нить за работой. Далее вяжем 7 петель узором из снятых петель. 1 изнаночная, лицевая петля снимается, нить за работой. Изнаночная, лицевая снимается, нить за работой. Изнаночная, лицевая снимается, изнаночная петля. Вот, повторяя эти 2 ряда, мы получим узор из вытянутых петель для пройм. Пожалуй, в этом ряду мы уже будем делать убавки для горловины. У нас 22 петли в центре. Разделяем пополам. Вот у нас первая половина. Разделили петли. Вот оставляем сейчас вторую половину и работаем с первой. Мы сейчас смотрим, как в зеркальном отображении убавка пойдет слева. Ну, сейчас получается справа, а когда кофточку мы наденем, она будет у нас с левой стороны. Считается, что это слева. Не довязываем до конца 6 петель. Провязываем 5 лицевых. Далее делаем накид. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Мы ничего не убавили, накид и 2 вместе провязали лицевой влево. Теперь провязываем 2 вместе изнаночные. Вот такая у нас убавка. Убавили 1 петлю. Далее у нас идут
2 петли, это будут кромочные, двойные кромочные, и в конце ряда в лицевом ряду они провязываются так. Снимаем предпоследнюю петлю, нить за работой, и последнюю петлю вяжем лицевой петлей. Вот мы сделали одну убавку. Вторую половину мы так оставляем, я так не буду их переносить на другую спицу, будем продолжать вязать дальше. Не забываем, что здесь у нас двойная кромочная, это изнаночный ряд. Первую петлю снимаем, не провязывая нить перед работой. Вторую петлю провязываем изнаночной петлей. Далее вяжем петли по рисунку. Накиды провязываем изнаночные, вяжем петли до пройм. Вот дошли до проймы. Это у нас изнаночный ряд. И мы просто здесь чередуем лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. Дошли до последних кромочных петель. Предпоследнюю петлю вяжем изнаночной петлей, последнюю петлю снимаем, нить перед работой. Поворачиваем работу. Продолжаем делать убавки по горловине. Двойная кромочная, лицевой ряд. Первую петлю провязываем лицевой петлей. Вторую петлю снимаем, нить за работой. Далее узор из снятых петель. Одна изнаночная, лицевую петлю снимаем, нить за работой. Изнаночная, лицевую снимаем. И так далее. Изнаночная, лицевую снимаем. Изнаночная петля. И переходим к петлям переда. Здесь у нас снова идет убавка. Провязываем лицевые петли, не довязывая 6 петель до конца ряда. Делаем накид. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Затем провязываем 2 вместе изнаночной. Я развернула петлю, чтобы у меня петли одинаково лежали. И двойная кромочная петля в конце лицевого ряда. Предпоследнюю петлю снимаем нить за работой. Последнюю петлю провязываем лицевой петлей. Это мы убавили петли во втором лицевом ряду. Далее поворачиваем работу, вяжем двойную кромочную в изнаночном ряду. Первую петлю снимаем, не провязывая нить перед работой. Вторую петлю провязываем изнаночной. И далее до петель проймы вяжем петли по рисунку. Дошли до петель проймы, и здесь мы чередуем, провязывая лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую петлю. Дошли до кромочных, до двойной кромочной, и в изнаночном ряду предпоследнюю петлю мы вяжем изнаночной, последнюю петлю снимаем, не провязывая нить перед работой. Не знаю, пока еще плохо видно, но уже принцип вы запомнили, что узор со снятыми петлями чередуется первый и второй ряд. Убавление по горловине мы делаем за 6 петель до конца, делаем накид и 6 петель по-особому провязываем в лицевом ряду. В изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, и не забываем, что двойные кромочные тоже в лицевых и изнаночных рядах вяжутся
по-разному. И я советую вот это записать. Я, например, сразу это запомнить не могла. И сейчас я вот уже вспоминаю с трудом. Давайте с вами еще провяжем. Вяжем лицевой ряд. Здесь у нас будут убавки. Двойная кромочная в лицевом ряду. Первую петлю провязываем лицевой петлей. Вторую петлю снимаем, нить оставляем за работой. И узор из снятых петель в лицевом ряду. Изнаночные петли провязываем изнаночные, лицевые снимаем, нить за работой. Провязываем, снимаем изнаночную, провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Все, петли проймы закончились. Далее вяжем лицевые петли, не довязывая 6 петель до конца. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И двойная кромочная в лицевом ряду. Предпоследнюю петлю снимаем, нить за работой. Последнюю петлю провязываем лицевой петлей. Вот видите, у нас идет убавка. Очень хорошо ее видно. Поворачиваем работу, вяжем изнаночный ряд. Двойная кромочная в изнаночном ряду. Первую петлю снимаем, нить перед работой. Вторую петлю провязываем изнаночной петлей. Петли переда до проймы провязываем по рисунку. Дошли до проймы, и в изнаночном ряду узор со снятыми петлями у нас чередуется лицевая петля, изнаночная петля, лицевая, изнаночная. Дошли до двойной кромочной, и в изнаночном ряду у нас в конце ряда она провязывается. Предпоследняя петля вяжется изнаночной петлей, последняя петля снимается, нить перед работой. Ну что, провяжем еще разок. Это у нас убавка идет по левой стороне. Итак, еще раз провязываем лицевой ряд. Двойная кромочная в лицевом ряду. Первую петлю провязываем лицевой петлей. Вторую петлю снимаем, нить за работой. Далее узор со снятыми петлями. В лицевом ряду провязываем изнаночные петли изнаночными, лицевые снимаем, нить за работой. Изнаночная, лицевая снимается, изнаночная, лицевая снимается, изнаночная петля. Далее у нас уже получается, мы провязываем всего 2 лицевые, у нас вот 6 петель остается, да? Делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, провязываем 2 вместе изнаночной и двойная кромочная в лицевом ряду. Предпоследняя петля снимается, нить за работой, последняя петля вяжется лицевой петлей. Провяжем изнаночный ряд и будем переходить ко второй половине. Двойная кромочная в изнаночном ряду. Первую петлю снимаем, нить у нас перед работой, вторую петлю провязываем изнаночной. Далее петли до проймы провязываем по рисунку. Дошли до проймы, и в изнаночном ряду мы петли вяжем, лицевые, изнаночные чередуем. Дошли до двойной кромочной, в конце ряда в изнаночном ряду она у нас вяжется, предпоследняя петля вяжется изнаночной петлей, последняя петля снимается, нить перед работой. Вот уже хорошо видна убавка. И давайте я покажу, как делать убавки с правой стороны топа. Я оборвала нить с этой стороны, присоединила ее к рабочей нити. И сейчас мы провяжем изнаночный ряд. Начинаем вязать с двойной кромочной.
В изнаночном ряду двойная кромочная. Первая петля снимается, нить перед работой. Вторая петля вяжется изнаночной. У меня здесь узелок пока мешается. Далее петли проймы снятым узором. Это у нас изнаночный ряд. Мы здесь чередуем лицевые и изнаночные. Просто провязываем лицевые и изнаночные петли. Затем вяжем все петли изнаночными, не довязывая последние 2 кромочные петли. Вот. Двойная кромочная в изнаночном ряду. Первая петля у нас, предпоследняя петля вяжется изнаночной, последняя петля снимается, не провязывая нить перед работой. Поворачиваем работу. И на лицевой стороне здесь будем вывязывать убавки. Двойная кромочная петля на лицевой стороне. Первая петля провязывается лицевой, вторая петля снимается, нить за работой. Далее вяжем убавление по правому краю. 2 вместе провязываем изнаночной петлей после кромочных. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, делаем накид. Далее лицевые петли до проймы. Петли проймы в лицевом ряду. Узор со снятыми петлями. 1 изнаночная, лицевую снимаем, не провязывая. Изнаночная, лицевую снимаем, не провязывая, нить за работой. Вяжем. Дошли до двойной кромочной и в лицевом ряду предпоследнюю петлю снимаем, нить за работой, последнюю петлю провязываем лицевой. Сделали одну убавку. В изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, кроме двойной кромочной. В изнаночном ряду первую петлю снимаем, нить за работой, вторую петлю провязываем изнаночной. Далее узор со снятыми петлями чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее петли вяжем по рисунку, не довязывая до 2 кромочных. Вот у нас 2 кромочные в изнаночном ряду. Предпоследнюю петлю вяжем изнаночной петлей, последнюю петлю снимаем, нить перед работой. Вяжем следующий ряд с убавками. Я думаю, вам уже понятно, но мы все-таки провяжем. Мы здесь сделали 4 убавки, вот 4 дырки. Давайте здесь сделаем 4 убавки. Итак, лицевой ряд, двойная кромочная петля. Первую петлю провязываем лицевой, вторую снимаем, нить за работой. Затем 2 вместе провязываем изнаночной петлей. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, делаем накид. Лицевые петли до проймы и в лицевом ряду вяжем узор со снятыми петлями на петлях проймы. 1 изнаночная, лицевую снимаем, не провязывая. Изнаночную, лицевую снимаем, изнаночную, лицевую снимаем, изнаночная. Двойная кромочная в лицевом ряду. Предпоследняя петля снимается, нить за работой, последняя петля вяжется лицевой петлей. В изнаночном ряду двойная кромочная, первая петля снимается, нить перед работой, вторая петля вяжется изнаночной. Далее вяжем петли по рисунку до последних 2 кромочных.
Вот дошли до последних 2 кромочных. Это изнаночный ряд, предпоследняя петля вяжется изнаночной, последняя снимается, нить перед работой. Третью убавку сделали, давайте сделаем 4-ю и на этом закончим. Лицевой ряд, первая петля двойная кромочная провязывается, первая петля лицевой, вторая петля снимается нить за работой. Далее 2 вместе провязываем изнаночной, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, делаем накид, 3 изнаночных и петли проймы узором со снятых петель, со снятыми петлями. 1 изнаночная, лицевая снимается, изнаночная, лицевая снимается, изнаночная снимается и так далее. И доходим до двойной кромочной по лицевому ряду. Это получается, что мы предпоследнюю петлю снимаем, нить оставляем за работой и последнюю петлю провязываем лицевой. И провязываем изнаночный ряд. Первую петлю снимаем нить перед работой, вторую петлю вяжем изнаночной петлей. Далее петли провязываем по рисунку до 2 кромочных петель. Дошли. Это у нас изнаночный ряд. Предпоследнюю петлю вяжем изнаночной петлей, последнюю петлю снимаем, нить перед работой. Ну вот я думаю, что мы на этом остановимся. Вот смотрите, что у нас получилось. Мы сделали по 4 убавления с каждой стороны по горловине. Мы научились вязать пройму узором со снятыми петлями, и мы научились вязать двойные кромочные петли. Вот они такими утолщенными получаются края. Я думаю, что вам это понятно. Убавки делаются в каждом втором ряду. Количество убавок можно отслеживать по количеству дырочек. И когда мы провяжем до нужного нам углубления, дальше мы будем вязать прямо. И здесь уже, где мы провязывали вот по 2 вместе изнаночные, у нас получается вот 2 вместе изнаночные привязали, она 1 изнаночная. Мы так и будем продолжать вязать 1 изнаночную, потому что здесь уже вяжем прямо, и убавки нам не нужны. Накид, 2 вместе лицевой, там вправо или влево, 1 изнаночная, двойная кромочная. И получается уже ряд идет без убавок прямо. Ну вот все, что я хотела сказать относительно узоров к этому топу. Краткий видеообзор по его вязанию, сколько набрала петель, плотность вязания и так далее, я сделаю в отдельном видео. А сейчас я думаю, что вам было понятно, вам было интересно. Может быть, я не совсем это рассказала, но я как-то это все сумбурно. Пока что у меня это в голове какая-то каша. Ну, я очень надеюсь, что это вам пригодится. Ставьте лайки, если это так. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.